Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Каждому свое», и с вами снова я, Юра. Направляюсь я сейчас к месту строительства нашей новой землянки. Работы у нас там идут, копаем, но пока опорные столбы еще ничего не начали закладывать, поэтому и не снимаем. В дальнейшем, возможно, вам покажем все интересное. Ну а сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить не строительству землянки, а строительству тела. Точнее, я бы хотел посвятить сегодняшний выпуск спорту. Наверное, многие будут удивлены, особенно те, кто сейчас под этот видосик открыл себе пивасик или что-то более крепкое, поэтому я немного вас сегодня разочарую. Ну а хотя, может быть и нет. Некоторые же там смотрят спортивные игры, например, футбол под пивасик, и это им доставляет удовольствие. Может быть, и мое видео тоже не меньше, чем футбол, доставит удовольствие и вам. Ну и хочу поконкретнее рассказать вам свою задумку. Идея у меня, друзья, такая. Землянка-то у нас строится. Я считаю, это будет как бы храм души. Но помимо храма души, я хочу и построить храм для тела. Ведь, согласитесь, классно будет приходить в лес, в свое маленькое убежище уютное, куда никто не приходит. Отдыхать не только душой, но еще и телом. Поэтому я бы хотел построить в лесу такой небольшой спортзал. Эта мысль у меня уже давно в голове витает, но я никак не мог к ней прийти, потому что, в том году, тот год был посвящен строительству, как вы знаете, той нашей разрушенной землянке. Хотелось мне, конечно, там построить тоже спортзал небольшой какой-то, но, как вы сами знаете, сочетание алкоголиков и спортзала, как-то совсем не сочетается, поэтому я решил, спортзалу там не место. Ну а теперь, когда мы строим новое место, новую землянку, куда, я надеюсь, не доберутся плохие никакие люди, там можно и попробовать реализовать свою задумку. Ну и как я все это вижу, дорогие друзья, как я это все представляю в своей голове, я хочу сделать для начала штангу и какой-то набор гантелей. Для этого всего я взял необходимый инструмент. Я покажу его, как дойду до места строительства землянки. Там разложусь и все буду по порядку вам показывать. Ну и если эта тема зайдет вам, если эта тема зайдет мне, мне она наверняка зайдет, потому что она мне очень близка. Спортом я уже давно занимаюсь, поэтому даже если эта тема и не зайдет вам, я, наверное, все равно буду ей заниматься, ее реализовывать, даже чисто просто для себя. Ну а в дальнейшем, возможно, какие-нибудь блочные тренажеры делать при помощи тросов, веревок каких-нибудь. На самом деле идей для реализации куча. Поэтому давайте сейчас дойдем до места, разложимся и там уже поговорим. Вот иду сейчас по лесу, и всюду, куда ни наступлю, везде одни ландыши. Поэтому ощущаю себя каким-то персонажем сказочных мультфильмов. Ну вот, друзья, мы с вами и на месте. Те, кто смотрел предыдущий ролик, наверное, обратили внимание на эту локацию, потому что, да, именно здесь Лена и
ночевала. Здесь она обустраивала свой лагерь. Надо мной вот здесь вот это загнутое длинное дерево, на которое упала другая ветка, и его вот так вот изогнула. Здесь она растягивала тент, здесь она гамак вешала. Я его, кстати, тоже с собой взял, этот гамак, мне он очень понравился. Ну и можно будет в него покидать вещи, чтобы ничего не потерять. И отдохнуть сегодня тоже можно будет в нем в перерыве. Ну а для работы я взял с собой электропилу. Бензопилу я пока с собой не таскаю, потому что, ну, бензопила — это бензин с собой носить, это воняет. И очень много шума, и долго ее собирать, если честно, там регулировать вот эту вот натяжку цепи. Если здесь натяжка цепи производится просто обычной вот этой вот закруткой вот этого колеса, и все, больше ничего делать не нужно, то там нужно брать с собой инструменты, отвертку для того, чтобы натянуть цепь. В общем, ну, проблематично. Не знаю, как зимой покажет себя электропила. Возможно, будет садиться быстрее. Но я думаю, что мне будет хватать, потому что здесь целых 2 аккумулятора по 6 ампер-час. Я думаю, этого хватит. Ну а если не будет хватать, тогда я перейду обратно зимой на бензопилу. Пока мне нравится. Еще я взял с собой шуруповерт. Шуруповерт. И я приобрел к нему вот такое вот. Сейчас покажу поближе. Вот видно, наверное, вам. Вот так. Вот такое я взял перьевое сверло. Я еще таким не пользовался. Я его приобрел для того, чтобы высверливать отверстия в бревнах. Ну, покажу все по ходу дела, какая у меня задумка. В общем, вот такое сверло. Ну, это уже у меня тут всякие вещи, еда, вода, чай. Взял я еще эту, как ее, печку. Печка-щепочница. Вот. Ленка тоже ее брала с собой в поход. Ей прям очень она понравилась. Я ей пользовался один раз, но мне, знаете, что не понравилось в этой печке в тот раз? Мне не понравилось то, что она была тяжеловата. Ну, там металл толстый достаточно, ее собирать нужно. И, ну, я так понимаю, если делать тонкий металл в таких печках-щепочницах, то металл будет загибать, он будет деформироваться, и потом печку уже не соберешь. Из-за этого они, скорее всего, и делают толстый металл, но вот из-за этого она тяжеловато становится. Но я вот решил взять, чтобы не таскать с собой газ. Ну а так, больше ничего я с собой-то и не взял. Одежда, еда, вода, вот инструмент. Я думаю, для начала сначала гамак повесить, для того, чтобы туда все вещи складывать, все разложить, чтобы ничего не потерялось. Потому что я сейчас начну работать, начну туда-сюда, что-нибудь потеряю, не дай бог, забуду, и еще и возвращаться сюда. Поэтому это у меня будет как место схрона, место, где у меня будут храниться вещи. Поэтому вешаем сейчас с вами, друзья, гамак, туда все складываем, а потом уже начнем заниматься основной работой. Ну, по первым впечатлениям, друзья, что хочу сказать об этом гамаке. Вот честно, ну, первые впечатления — классная вещь. Собирается вообще ерунда. Ну, вы, наверное, сами видели. Хотя я даже, ну, таймлапс поставил, я ни разу еще его не раскладывал, не вешал. Ну, прям, ну, 2 минуты. Одну стропу натянул на веревку, вторую стропу натянул на веревку, за карабин зацепил, и все, гамак готов. Обалденно. Он еще и двухместный, как бы считается. Здесь вдвоем можно. Ну, конечно, двоим здоровым мужикам, наверное, здесь не поместится. Ну, каким-то миниатюрным, худеньким людям, либо там девушкам вполне. Потому что здесь прям вот, смотрите сами, вот ложишься, полностью накрываешься. И здесь вот еще сколько места.
Можно прям накрыться с головой. Хочу как-нибудь попробовать, ну, съездить вот так вот с гамаком переночевать. Мы с Леной об этом думали. Летом, вот когда станет тепло, обязательно хотим вот так вот сгонять куда-нибудь. Ну и, естественно, снимем про это видео, вам покажем. Вот. Ну а пока, конечно, май у нас такой достаточно холодный. Если днем сейчас еще более-менее, вот сейчас где-то градусов 16, то ночью у нас опускается до плюс 5, а вот на днях совсем даже МЧС присылали СМС, заморозки до -2. Наверное, это у всех и у вас тоже так сейчас с погодой, непонятная какая-то у нас. Весь май такой. Вещи, которые мне сейчас не нужны будут, я пораскидал в гамак туда. И теперь нам с вами нужно найти хороший валежник. Именно хороший, потому что тот, который давно уже лежит, гнилой, он нам не подойдет. Нам нужно именно свежеупавшее дерево. А лучше бы березу. Но березу я вот здесь сейчас хожу и не вижу. Вся береза, которая упала, она очень быстро разрушается и гниет, и в труху превращается. Но я знаю, что здесь рядом есть свежеупавшая сосна. Она еще прям, ну, можно сказать, живая. Поэтому, скорее всего, сейчас пойдем туда и будем вот работать с ней. Напилим бревна и покажу вот какие у меня идеи, что я хочу сделать из этого. Вот она, эта сосна, о которой я вам сейчас говорил. Видите, она упала и даже пополам треснула. Мы уже с ней работали. Ну, как, мы ее пилили на дрова. А я хочу сейчас ее распилить именно для того, чтобы сделать из нее какие-нибудь импровизированные гантели и штангу. Сейчас объясню как. Так, смотрите, друзья, какая задумка у меня. Вот эти вот бревнышки, которые я сейчас напилю, они будут служить своего рода утяжелителями от штанги. Ну, утяжелители, блины, диски, называйте как вам больше нравится, как вам удобнее. Я их сейчас напиливаю, замеряю с сантиметром, у меня есть с собой, чтобы они одинаковые были длины, ну, чтобы по тяжести одинаковые были, чтобы баланс был соблюден. Вот. После того, как я напиливаю эти бревнышки, я при помощи шуруповерта с перьевым сверлом здесь в центре этого бревна сделаю отверстие. И в это отверстие я вставлю какую-нибудь ровную жерть. Эта жерть будет служить своего рода грифом от штанги. И получится вот это, с каждой стороны жерди вот такие утяжелители, своего рода блины. И такая вот штанга должна у меня получиться. Но это у меня в голове, как я проецирую. А как это получится на самом деле, никто не знает. Поэтому давайте попробуем. Вот самое сложное, я думаю, в этом, это определиться с длиной этого бревна. Потому что если я сейчас сделаю его слишком маленьким, коротким, это бревно, то штанга у меня получится совсем легкая. Ну и работать с ней будет бессмысленно. А если я сделаю слишком длинное бревно, то оно будет громоздкое и тяжелое. И опять же тоже работать будет с ним тяжеловато. И нужно найти какую-то золотую середину.
Золотую середину, я думаю, я смогу найти только методом проб и ошибок. Поэтому, не знаю, попробую сейчас распилить бревно где-то вот сантиметров на 40. Я думаю, вот такая длина или больше. Но это в зависимости от физических возможностей человека. Тот, кто давно занимается, тому можно и побольше, а кто слабенький, тому можно и сантиметров 20 хватит. Давайте, друзья, 45 отмеряем, а там уж и увидим. Когда вот с этой сосной работаешь, особенно свежей, такое ощущение, что в бане находишься. Вот и второе готово. Теперь отнесу их в лагерь и потом уже займемся с вами поиском хорошей жерди. Фу. Жарковато становится, друзья. Чай я пока не заваривал, я воды обычной налил в термос. Фу. Сейчас передохнем. Я думаю, сейчас уже пора переодеться. Сниму эту кофту, оденем майку и займемся уже этими бревнами. О, класс. Лена мне еще подарила вот такую вот куксу, очень красивая. Она деревянная, по-моему, то ли из дуба, то ли из бука сделанная. Ну, знаете, друзья, я вот выбираюсь в лес отчасти только для того, чтобы попить из вот этой деревянной посуды. Ни в какое сравнение, вот никакая вот металлическая, эти кружки вообще не сравнимы. Так что, друзья, если есть среди зрителей такие же походники, путешественники, как я, как мы, приобретайте вот тоже себе такую вот деревянную посуду, куксу. Поверьте, оно того стоит. Это не реклама, это просто вот мой личный опыт, и я вот от этого получаю удовольствие. Немного передохнули, теперь продолжим работу по дереву. Высверливаю сейчас отверстие перьевым сверлом, как я сказал ранее. По глубине определимся по ходу работы, и дальше уже буду искать жертв. Слушайте, друзья, ну на самом деле ничего такого сложного. Я думал, что будет сложнее, а с новеньким этим шуруповертом, с новым сверлом делается вообще легко. Достаточно глубоко я вроде бы сверлил. Все сверло почти у меня туда зашло. Больше и не надо.
Такое же сейчас отверстие во втором бревне делаю. И дальше будем искать с вами гриф. Гриф для штанги. Ходил сейчас по лесу, искал какую-нибудь прямую ветку. Подходил к той же самой сосне, вот, которую распиливал вот на эти бревнышки. Искал там жерди подходящие, но от сосны жердей прямых я не нахожу. Но вот как вы здесь, наверное, можете видеть, я нашел обломившуюся березу. Это я вам показываю ее, чтобы никто не подумал, не написал о том, что я березу сам свалил, спилил. Вот она, обломившаяся, сломанная береза. Она упала сама, я ей не помогал. И вот ее ветки, концы, она, видите, еще даже зеленая. Недавно прям упала, видимо, от ветра. Береза, она плотное дерево, поэтому оно должно хорошо держать вес. И вот эти вот ее палки, ветки, более-менее сейчас прямые найду и отпилю себе. Немного, конечно, она кривоватая. Ну а что в нашем мире идеально, правда ведь? Вот. Вот эта вот жердь, она поинтереснее. Она более ровная, но и потолще. Все, понесли в лагерь. Так, ну, жерди в лагерь я принес. Теперь нужно их зачистить, сделать потоньше, чтобы они подходили под вот это отверстие. Побоялся я взять побольше сверло, нужно было взять мне больше. Тогда не нужно было бы зачищать так сильно бревна. Ну ладно, у меня есть хороший ножик, им сейчас буду зачищать. А еще у меня, друзья, небольшой форс-мажор. Я забыл молоток. Сегодня утром в спешке собирал рюкзак, и вот его именно я и забыл положить. Ну ладно, это не так страшно. Я вот нашел вот такой лесной молоточек. Им буду и забивать. Теперь зачищаю концы этих бревен до нужного диаметра, чтобы их можно было воткнуть в эти отверстия, которые я высверлил. Ну а вы, друзья, если есть у вас какие-нибудь идеи по поводу тренажерного лесного зала, так сказать, пишите мне в комментариях, пообщаемся с вами. Вы мне, может быть, что-нибудь подкинете, какую-нибудь интересную идею, мысль. Может быть, я с вами чем-нибудь поделюсь. Может, поделюсь каким-нибудь опытом. Кстати, у меня даже есть идеи по поводу каких-нибудь совместных, может быть, тренировок. Или есть среди зрителей люди, которые там хотят, к примеру, привести себя в форму, но не знают как.
я могу также с этим вам помочь. Пишите в комментариях, в общем, пообщаемся с вами. Я думаю, эта тема будет многим интересна. Тем более, что занятия мы с вами будем проводить не в спортзале, привычном уже нам, а в лесу, на природе. Оп, оп. Все, вошел хорошо. Теперь возьму свой импровизированный молоточек. И нужно вбить поглубже. Опа. Кажется, все. Должна держаться. Оп. И теперь все то же самое со второй. Так. Вот эта сторона надежно держится, а вот эту еще нужно получше закрепить. Сейчас отпилю лишние ветки. Ну и все, и в принципе готово. Ну что, друзья, наша первая с вами штанга лесная готова. Ну, тут мелочи только остаются. Вот этот вот сам гриф из березы подровнять, чтобы он руки не травмировал. Можно также ножичком пройтись, либо наждачкой. Но я вот сейчас так трогаю, а особо занозы не остаются, потому что березовая кора, она гладкая. Так, давайте теперь займемся гантелями. Одно бревно у меня уже есть для заготовки. Гантели я сделаю, соответственно, бревна поменьше, не такие длинные. Те бревна у меня были 45. Гантели я сделаю... Блин, мух что-то развелось. Гантели я сделаю сантиметров по 30. Почему по 30? Потому что у меня вот это бревно сейчас лежит. Я замерил, оно 60 сантиметров. Его я сейчас распилю пополам. И вот и будет одна готовая гантель. Надо вот так сделать. Оп.
Почистить нужно только вот от этой коры. А так вполне. Ну, как вам, друзья? По-моему, вполне неплохо, да? И выглядит антуражненько. Знаете, что мне напоминает? В детстве такой мультфильм показывали, Флинстоуны, где там древние люди передвигались на всем деревянном. У них там деревянный автомобиль, деревянные дома и все прочее было деревянное. Вот я сейчас чувствую себя Флинстоуном вот с такой гантелью. Но, кстати, она вполне таки тяжелая. Я не знаю, сколько она весит, но не меньше, наверное, 10 точно. Пойду сейчас отпилю такое же по длине бревно, распилю его и сделаю такую же вторую гантельку. Ну что, друзья, все, что на сегодня я задумал сделать, я реализовал. Штанга у меня получилась, набор гантелей тоже. Думаю, сейчас пора сделать перерыв, да и идей у меня пока больше никаких нету. Сейчас пообедаем, отдохнем, ну и пообщаемся с вами. Как я уже ранее говорил, готовить я сегодня буду на печке щепочницы. Чем она мне нравится, вот в особенности, это то, что не нужно искать, пилить, рубить никаких дров. Вот все, что у вас в лесу под ногами есть, вот березовая кора, шишечки, небольшие веточки, все вот это очень легко разгорается быстро и дает хороший жар. Поэтому проблем никаких не возникает. Ну и КПД у нее хороший. Я вот сейчас разожгу и поставлю готовиться гречку. Да, кстати, друзья, не сказал вам, я сегодня не с ночевой приехал, одним днем. Поэтому и обед у меня сегодня будет простой, ничего такого особенного. Ничем вас в этом плане не удивлю. Я сготовлю на обед гречку и пожарю яичницу. И вскипячу чайник. Через ситечко. И остается нам с вами только яичницу пожарить. Но это дело быстрое. Часто спрашивают на видео: Юра, что у вас там за граната в кадре? Так вот, друзья, это не граната, это такая у нас баночка от соли. Пообедаем, в общем, отдохнем. Я в гамаке, а вы у себя на диванах. Ну, а потом можно и потихонечку собирать вещи. И надо пробовать все-таки новую штангу и гантели. Не для красоты же я их делал.
Ну и на этой спортивной ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Поэтому, если вам понравилась эта новая тематика спортивная, поставьте мне лайк под этим видео. Ну и, друзья, Коля, Андрей, Дима, приходите, занимайтесь спортом. А я пошел домой. Пока.